Здравствуйте, дорогие рукодельницы! С вами Юлия Дерюгина, и это цикл уроков по маку. Для изготовления мака мы возьмем акриловые краски темно-зеленого цвета, светло-зеленого, белого, черного, желтого и красного цвета. Проволоку диаметром 0,9 мм бумажной обмотки. Молд листа мака большой, молд листа мака маленький. Небольшой универсальный молд для листьев, большой молд для листа подсолнуха, наждачная бумага, акриловый лак, кисть для лака, ворсовая пудра белого цвета, ворсовая пудра черного цвета, шарик из пенопласта диаметром 2 мм, фоамиран иранский оливкового цвета 1 мм, красный зефирный фоамиран 1 мм, губка пищевая, самозатвердевающая глина, флористический рукав, тычинки с длинными головками, ножницы, кисть для краски, утюг, клеевой пистолет, клеевые стержни. Первое, что мы сделаем, это раскрытый мак. Сейчас я расскажу вам, как изготовить реалистичную сердцевину мака. С помощью глины и проволоки 0,9 мм мы вылепим сердцевинку. Из глины мы сделаем небольшой овал, примерно 2 см. Будьте внимательны, чем больше глины, тем тяжелее будет ваш цветочек. На проволоке делаем небольшую петельку и вставляем ее в овал. Берем небольшой кусочек глины, делаем лепешку размером под нашу заготовку. Верхнюю часть с помощью ножниц разрезаем как пирог на ровные части. Хорошо ножницами фиксируем наши прорезы и делаем углубление в центре. Оставляем нашу заготовку примерно на 1,5 часа, чтобы глина засохла. Сейчас будем красить нашу заготовку. Берем темно-зеленый цвет, светло-зеленый цвет, желтый и белый и перемешиваем.
должен получиться темно-болотный. Чтобы добиться такого цвета, можно добавить еще черного и белого цвета. Зеленым цветом прокрашиваем нижнюю часть и углубления, которые у нас получились. Оставшуюся поверхность красим темно-коричневой краской. Акриловым лаком покроем коричневую часть нашей заготовки и тут же окунем в черную ворсовую пудру. У нас получилась реалистичная основа. Найти тычинки с удлиненными темными головками очень сложно, поэтому я взяла просто белые обыкновенные тычинки и решила их покрасить. Складываем небольшое количество тычинок пополам, выравниваем, отрезаем нижнюю часть и склеиваем. Окрашиваем весь пучок черной акриловой краской. Я сделала 6 таких заготовок. Обклеиваем коробочку мака, приклеиваем наши тычинки примерно на полсантиметра выше головки мака. На вершинке наших тычинок наносим акриловый лак и посыпаем черной флоковой пудрой. Снизу отрезаем лишнее. Из красного зефирного фоамирана делаем лепестки нашего мака. 3 маленьких и 3 больших.
Отжимаем лепестки на молде. 3 больших и 3 маленьких. Если у вас вдруг не будет молда под рукой, можно сделать лепестки самостоятельно. Выкройка будет в описании. Вырезаем из фоамирана лепесток и перетираем его в руках. Силой перетирая фоамиран в руках, вот такой естественной структуры мы добились. Для раскрытого мака нам нужно будет 6 лепестков. Вырезаем по молду. Густой красной краской окрашиваем лепестки с 2 сторон.
Пока сохнут наши лепестки, сделаем 4 листа чашелистика. Возьмем небольшой молд универсальный, можно взять любой, у меня молд пиона. Мы будем использовать только вот эту часть. Примерно 5 сантиметров будет длина нашего чашелистика. Вырезаем полосочки шириной 5 сантиметров и до конца. Вот такие небольшие прямоугольнички нагреваем и отжимаем на молде. Теперь с помощью небольших ножниц вырезаем зазубринки по прожилкам. Если кому-то будет сложно, я приложу выкройку в описании. Окрасим тем же самым зеленым цветом, которым мы красили нашу сердцевинку мака, листья с двух сторон. Пока сохнут чашелистики, давайте сделаем лист мака. Для этого прежде всего отожмем на молде. Накладываем выкройку, обводим и вырезаем.
Отрезаем примерно 6 сантиметров проволоки и вклеиваем в центральную прожилку. Тем же зеленым цветом, которым мы окрашивали чашелистик и сердцевинку мака, окрасим листья с двух сторон. Подготовим стебель мака. Возьмем флористический рукав под размер стебля и пройдемся по нему наждачной бумагой, для того, чтобы окраска была более надежной. Вклеили стебель в мак. Сейчас перейдем к нашим лепесткам. Необходимо будет окрасить черные пятна на каждом лепестке. Вы, наверное, знаете, что листья и чашелистик мака имеют ворсистую поверхность. Для этого окрасим их лаком и посыпем ворсовой пудрой через ситечко.
собираем мак. Берем маленькие лепестки и располагаем их по всей поверхности. Точно так же в шахматном порядке располагаем большие лепестки, чтобы они смотрели перпендикулярно. Перекрывая все недочеты, вклеиваем чашелистик. Вклеиваем листья. Для одного мака достаточно 1-2 листов. Проделываем отверстие ножницами и вклеиваем туда лист. Осталось только окрасить стебель и нанести ворсовую пудру. Буквально немного затраченного времени и усилий дали нам вот такой результат.